В одной голландской деревне посреди ровного зеленого поля можно увидеть странный столб. Это не памятник королю и не военный мемориал. Он отмечает самую низкую точку Нидерландов. Земля здесь лежит почти на 7 метров ниже уровня моря и продолжает опускаться еще примерно на сантиметр каждый год. У этого столба даже есть мрачная шутка. Если море однажды вернется, спастись сможет только тот, кто успеет забраться на самую верхушку. Остальным придется плыть. Но этот столб не исключение. Он лишь напоминает о том, в каком положении находится эта страна. Почти треть территории Нидерландов лежит ниже уровня моря. Именно поэтому здесь появилась точка отсчета высот, которой сегодня пользуются во многих странах Европы. Ее называют Амстердамским нулем. От него измеряют, насколько высоко или низко находится любая местность. Но все это не пустые территории. Ниже уровня моря здесь проходят автомагистрали и живут около 18 миллионов человек. По законам природы этой земли вообще не должно существовать. Через крупный аэропорт под Амстердамом каждый год проходят около 70 миллионов пассажиров, и никто из них не догадывается, что взлетная полоса лежит на 4,5 метра ниже океана. Когда-то здесь было огромное озеро. По нему ходили корабли. Во время штормов многие из них тонули вместе с грузом. Потом люди построили вокруг озера дамбу, откачали всю воду и осушили дно. На его месте появился аэропорт. Теперь самолеты взлетают там, где когда-то была вода. Но осушить озеро было только половиной задачи. Гораздо сложнее оказалось сделать так, чтобы вода не вернулась. Дамбы сдерживают море снаружи. Но есть еще дожди и река, которые постоянно поднимаются снизу. Если эту воду не откачивать, она начнет затапливать страну изнутри. Поэтому по всей территории Нидерландов круглосуточно работают тысячи насосов. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, они откачивают воду из-под домов, дорог и полей. Без них Нидерланды снова окажутся под водой. Если все насосы остановятся, вода начнет возвращаться почти сразу. За несколько дней под воду уйдут целые районы. Под угрозой окажется около 60% территории. Чтобы этого не произошло, страна каждый год тратит миллиарды евро на то, чтобы удерживать воду. Насосы нельзя выключить даже на час. Дамбы нельзя оставить без присмотра. У этой системы нет права на ошибку, потому что цена ошибки здесь измеряется человеческими жизнями. Но даже у такой системы есть предел. Однажды ночью море прорвало защиту, которую считали несокрушимой, и за несколько часов забрало больше 1800 человек. Многие даже не успели проснуться. Как такое стало возможным? И что удерживает море сегодня? 2000 лет назад здесь не было ни городов, ни полей, ни дорог. Несколько крупных европейских рек сходились в одном месте и впадали в Северное море. Они приносили ил и песок, и земля под ними была мокрой, мягкой, наполовину в воде. Сушей это назвать трудно, скорее болото, которое море затапливало снова и снова. Когда сюда добрались римляне, они описывали местных жителей с жалостью. Эти люди жили на небольших холмах посреди воды и собирали дрова, которые прилив выбрасывал на берег. Римляне не понимали, зачем вообще жить в таком месте. Любой человек ушел бы отсюда. Вместо этого местные жители начали поднимать землю своими руками. Год за годом они привозили грунт, делали холмы все выше и переносили на них свои дома. Во время приливов здесь спасались люди и домашний скот. Многие из этих холмов сохранились до наших дней. На них до сих пор есть церкви, фермы и целые деревни. Эти люди не победили воду. Они просто научились жить чуть выше нее. Представьте, что это означало. Не было ни техники, ни бетона. Никто не знал, насколько высоко поднимется вода в следующий прилив. Человек строил холм, переносил на него дом и надеялся, что этого хватит. Каждый сильный шторм становился испытанием. Если холм оказывался достаточно высоким, семья выживала. Если нет, море забирало все. Никто не знает, сколько таких поселений исчезло под водой вместе с людьми. Примерно 1000 лет назад все изменилось. Люди перестали прятаться от воды и впервые попробовали ее остановить. Они начали обносить участки земли насыпными стенами. Так появились первые дамбы. Но очень быстро возникла новая проблема. Дамба защищала не один дом, а сразу всю деревню. И если хотя бы один человек не следил за своим участком, опасность возникала для всех. Достаточно одной слабой точки, чтобы вода прорвала защиту.
Люди впервые стали зависеть друг от друга. Но что делать, если из-за одного человека может погибнуть целая деревня? Голландцы нашли необычное решение. Они создали водные советы. Органы, которые отвечали за дамбы, собирали деньги на их ремонт и могли обязать каждого участвовать в работе. Неважно, бедный ты крестьянин или богатый землевладелец. Эти органы появились раньше, чем само государство Нидерланды, и считаются одними из старейших демократических институтов в мире. К моменту катастрофы, о которой мы расскажем дальше, таких советов в стране насчитывалось около 2700. Их членов выбирают на выборах до сих пор. Люди голосуют за тех, кто будет отвечать за воду, дамбы и безопасность. Голландцы быстро поняли: вода — это не только враг, но и оружие. В 1574-м, во время войны с испанцами, защитники осажденного города Лейден сами прорвали дамбы и затопили вокруг всю землю. Расчет оказался верным, по затопленным полям к городу подошли голландские корабли, и испанцам пришлось отступить. Страна, которая всю жизнь спасалась от воды, в нужный момент сама позвала ее на помощь. Но одних дамб было мало. Они держали море снаружи. А что делать с водой, которая скапливалась внутри? Дожди и разливы рек никуда не девались, и защищенная территория сама начинала превращаться в озеро. Именно тогда в истории Нидерландов появился символ, который сегодня знает весь мир — ветряная мельница. Мы привыкли думать, что мельницы нужны, чтобы молоть зерно, но в Нидерландах их главной задачей было откачивать воду. Ветер вращал крылья, крылья приводили в движение механизм, который поднимал воду и перебрасывал ее через дамбу в канал. Оттуда вода попадала к следующей мельнице. Так десятки мельниц работали как одна огромная машина, шаг за шагом поднимая воду все выше, пока она не уходила в море. Так появилось изобретение, на котором до сих пор держится половина страны. Польдер — это участок земли, со всех сторон огороженный дамбами, из которого постоянно откачивают воду. У любого польдера есть одно правило — откачку нельзя останавливать. Перестанут работать насосы, и земля снова уйдет под воду. С 15-го столетия голландцы взялись за то, что казалось невозможным. Они начали осушать целые озера. Сначала вокруг озера строили дамбу, потом выставляли десятки мельниц и месяцами, а то и годами откачивали воду. Когда озеро высыхало, на его месте появлялась новая земля, деревни, дороги. Казалось, люди наконец научились создавать сушу там, где была только вода. Но очень скоро выяснилось, что у этого решения есть скрытая цена. Большая часть почвы в низинных районах Нидерландов состоит из торфа. Пока он насыщен водой, поверхность остается устойчивой. Но как только воду откачивают, торф высыхает, сжимается, и земля начинает медленно оседать. Поэтому многие города, в том числе Амстердам, построены на миллионах деревянных свай, забитых глубоко в грунт. Без них тяжелые здания со временем просто уходили бы вниз. Ученые подсчитали, что за 1000 лет осушения поверхность страны в среднем опустилась примерно на 2 метра. Именно поэтому большая часть Нидерландов сегодня находится ниже уровня моря. Получается парадокс: пытаясь защититься от воды, люди сами постепенно опускали свою землю все ниже. И это замкнутый круг. Люди откачивают воду, чтобы земля оставалась сухой. От этого торф проседает. Чем ниже опускается земля, тем больше воды на нее давит, и тем сильнее приходится качать. Многие участки, осушенные несколько столетий назад, сегодня лежат еще ниже, чем после осушения. И процесс не останавливается, некоторые районы тонут на 1-2 сантиметра в год прямо сейчас. Когда торф высыхает, он начинает выделять углекислый газ. Этот газ усиливает потепление климата, а из-за потепления постепенно поднимается уровень моря. Осушая землю, Нидерланды понемногу ускоряют процесс, который делает море еще выше. Чем больше они защищаются от воды, тем сложнее со временем становится эта защита. С этой проблемой Нидерланды живут уже сотни лет. Со временем люди привыкли к тому, что система работает, и перестали бояться моря. Но в ночь на 1 февраля 1953 года все изменилось. В ту ночь совпали сразу две опасности: сильнейший шторм и высокий прилив. Ураганный ветер со скоростью больше 100 км в час гнал морскую воду к берегу и не давал ей уйти обратно. Северное море имеет форму воронки. Когда буря толкает воду на юг, ей просто некуда деваться, поэтому уровень начинает быстро расти.
В ту ночь он поднялся на несколько метров выше обычного. Вся эта масса воды обрушилась на старые дамбы. Но дамбы к этому не были готовы. После войны стране не хватало денег, поэтому многие защитные сооружения годами не ремонтировали. Когда на них обрушилась огромная масса воды, они начали разрушаться одна за другой. Но самое страшное было даже не это. Людей никто не предупредил. Система штормового оповещения существовала, но работала плохо. Предупреждения передавали по телеграмме, и получать их могли только те, кто заранее оформил подписку. Таких людей на всю страну было всего несколько десятков. Большинство местных властей вообще не узнали об опасности. Ночью радио уже не работало, мобильных телефонов не существовало, поэтому тысячи людей легли спать. Люди просыпались от ледяной воды, которая уже затапливала комнаты. Она не текла с крыши. Она поднималась снизу и прибывала с пугающей скоростью. За короткое время вода доходила до пояса, потом до груди. В полной темноте, под ураганным ветром, забирались на чердаки и разбивали крыши, чтобы выбраться наверх. Но многие дома не выдерживали напора воды и разрушались вместе с людьми, которые пытались спастись. Некоторые цеплялись за деревья, телеграфные столбы или крыши, которые уже плыли по течению. Многие провели так всю ночь в ледяной воде, ожидая помощи. К этому времени большая часть дорог уже исчезла под водой. Целые поселки оказались отрезаны от мира. Вода зашла на десятки километров вглубь суши. В затопленных районах жили около 750 тысяч человек. К утру под водой оказалось 200 тысяч гектаров земли. Погибли 1836 человек и больше 180 тысяч животных. 105 тел так и не нашли. В ту ночь произошла история, в которую трудно поверить. В одном месте вода прорвала дамбу. За ней находилась самая густонаселенная часть страны, где жили миллионы людей. Если бы поток не остановили, под водой могли оказаться целые города. Тогда мэр небольшого города предложил необычное решение. Он убедил капитана старого корабля направить его прямо в пролом дамбы. Корабль застрял и остановил поток воды. Это дало людям время закрыть пролом мешками с песком. Один старый корабль помог спасти район, где жили миллионы людей. Через 18 дней после катастрофы правительство создало специальную комиссию. Она пришла к простому выводу: такое больше не должно повториться. Так появился план «Дельта». Это был самый большой строительный проект в истории Нидерландов и один из крупнейших в Европе. По всему юго-западу страны начали строить новые дамбы, плотины, шлюзы и защитные барьеры. Работа продолжалась несколько десятилетий. Позже этот комплекс назовут одним из величайших инженерных проектов современности. Но особенно поражают два сооружения, которые стали главным символом этой системы. Первое сооружение. Огромный барьер длиной около 9 километров. Сначала его хотели сделать обычной плотиной и полностью перекрыть залив. Но тогда морская вода перестала бы попадать внутрь. Постепенно исчезли бы устрицы, мидии, рыба, птицы и тюлени. Вместе с ними исчезли бы и люди, которые зарабатывали этим на жизнь. Рыбаки и защитники природы выступили против такого решения. После долгих споров проект изменили. Вместо сплошной плотины построили барьер с огромными воротами. В обычные дни они остаются открытыми. Морская вода свободно входит в залив и выходит обратно, поэтому природа почти не меняется. Но если приближается сильный шторм, ворота закрываются и останавливают море. Такое решение оказалось намного дороже. Но Нидерланды сознательно пошли на эти расходы, чтобы сохранить залив живым. Это был один из первых крупных проектов, в котором защиту людей и защиту природы решили не разделять. Второе сооружение кажется почти невероятным. Оно защищает Роттердам, крупнейший порт Европы. Построить здесь обычную плотину нельзя. Через этот канал каждый день проходят большие морские корабли. Поэтому инженеры выбрали другое решение. Они построили две огромные подвижные створки. Каждая из них размером с большой небоскреб, который лежит горизонтально. Обычно створки находятся по разным берегам канала и не мешают кораблям. Но когда система обнаруживает опасный подъем воды, они начинают двигаться навстречу друг другу. Затем закрывают канал, заполняются водой и опускаются на дно. После этого море уже не может пройти дальше. Самое необычное то, что решение о закрытии принимает компьютер. Он постоянно следит за уровнем моря и погодой. Если появляется опасность, система закрывается сама. Здесь не ждут решения человека, потому что даже одна ошибка может привести к затоплению целого города.
Но есть еще одна история, которая кажется почти невероятной. Еще до плана «Дельта» голландцы сделали то, что изменило карту страны. На севере Нидерландов находился большой морской залив. Во время штормов он постоянно угрожал наводнениями. Идея закрыть его дамбой появилась еще за несколько столетий до строительства. Но тогда никто не верил, что это возможно. Лишь в начале XX века этот проект решили воплотить в жизнь. Люди построили дамбу длиной 32 километра и полностью отделили залив от Северного моря. Сегодня по этой дамбе проходит автомобильная дорога. Постепенно соленая вода превратилась в пресную, а на месте бывшего залива появилось огромное озеро. Но у этого решения была своя цена. Вокруг залива много поколений жили рыбаки. Они ловили сельдь и угря. Когда море исчезло, исчезла и рыба. Вместе с ней ушел и привычный образ жизни. Один из бывших островов после осушения земли вообще перестал быть островом. Сегодня это, пожалуй, единственный рыбацкий порт, который находится не у моря, а посреди полей. Но голландцы продолжили осушать бывшее морское дно. Так появилась целая новая провинция. Еще 100 лет назад здесь было море. Сегодня здесь возвышаются дороги, школы и живут сотни тысяч человек. Столицу новой провинции решили построить там, где когда-то затонул военный корабль. Его останки нашли уже на суше во время строительства города. Потом находок стало еще больше. Археологи обнаружили десятки старых судов, которые столетиями лежали на дне моря. Сегодня эту территорию называют одним из крупнейших в мире кладбищ кораблей, оказавшихся на суше. Но есть одна история о Нидерландах, которую знают миллионы людей. По легенде, маленький мальчик заметил, что из дамбы начала просачиваться вода. Он понял, что если отверстие станет больше, дамба разрушится. Тогда он закрыл его пальцем и простоял так всю ночь, пока утром его не нашли взрослые. Так мальчик спас целую страну от наводнения. Эта история известна во всем мире. Но есть одна проблема. В самих Нидерландах такой легенды никогда не было. Мальчика с пальцем придумала американская писательница в XIX веке. Это был эпизод из детской книги. Книга стала очень популярной, и многие решили, что это настоящая голландская легенда. Со временем туристы начали приезжать в Нидерланды и спрашивать, где можно увидеть памятник этому мальчику. В итоге такие памятники действительно появились. Но их поставили уже после того, как история стала известна. Не потому, что она произошла на самом деле, а потому, что в нее поверил весь мир. Если посмотреть на эту историю с точки зрения инженерии, она просто не могла произойти. Если дамба начинает разрушаться, маленькое отверстие очень быстро становится больше. Поток воды размывает землю, и остановить его одним пальцем невозможно. Настоящая история Нидерландов совсем другая. Страну спас не один герой. Ее спасали тысячи людей, которые каждый день проверяли дамбы, ремонтировали насосы и следили за уровнем воды. Именно эта работа продолжается уже много столетий. Внутри многих дамб находятся целые технические помещения, где круглые сутки следят за работой механизмов. Для Нидерландов это такая же важная инфраструктура, как электростанции или больницы. Управление водой здесь давно стало отдельной частью государства. Пока эта система работает, существует и сама страна. Но в последние десятилетия инженеры поняли, что даже ее возможностей однажды может оказаться недостаточно. Климат меняется. Штормы становятся сильнее, а реки все чаще приносят большие объемы воды. Казалось бы, можно просто сделать дамбы еще выше, но это тоже опасно. Чем выше дамба, тем больше воды она удерживает. И если такая защита однажды не выдержит, последствия будут намного тяжелее, чем раньше. Высокая дамба не убирает риск. Она делает возможную ошибку еще дороже. Тогда появилась новая стратегия. По всей стране начали переносить дамбы дальше от рек. Между рекой и дамбой оставляли больше свободной земли. Теперь во время поводков вода может заполнить эту территорию и не доходит до городов. Людей просили оставить свои дома, это решение далось непросто. Но иногда лучше заранее отказаться от части земли, чем однажды потерять целый город. Некоторые польдеры, которые когда-то с огромным трудом осушили, сегодня специально снова заполняют водой. Во время сильных дождей и паводков она собирается именно там, а не в городах. Землю, которую отвоевали у моря, теперь добровольно возвращают в воде. Где это невозможно, голландцы ищут другие решения. В Роттердаме строят площади и парки,
которые в обычные дни ничем не отличаются от остальных. Но во время сильных дождей они заполняются водой и временно превращаются в большие резервуары. Благодаря этому улицы остаются сухими. Появляются и целые районы плавучих домов. Когда уровень воды поднимается, дом поднимается вместе с ней. Он прочно закреплен. Со стороны такие дома почти не отличаются от обычных. Есть и еще одно необычное решение. Раньше на пляже постоянно привозили новый песок, потому что море постепенно смывало старый. Теперь у берегов создали один огромный искусственный песчаный полуостров. После этого ветер и морские течения сами разносят песок вдоль побережья и помогают защищать берег. Сегодня опыт Нидерландов изучают по всему миру. Голландские инженеры помогают защищать от наводнений Нью-Йорк, Новый Орлеан, Венецию, Джакарту и многие другие города. Когда стране нужна защита от воды, очень часто она обращается именно к специалистам из Нидерландов. Страна, большая часть которой находится ниже уровня моря, стала одним из мировых лидеров в защите от наводнений. И все больше прибрежных городов сталкиваются с теми же проблемами, которые Нидерланды решают уже много столетий. История Нидерландов может показаться уникальной, но в мире уже есть места, где люди вообще отказались бороться с водой. В Нигерии тысячи людей живут в плавучем районе Макока. В Перу целые деревни стоят на искусственных островах из тростника, а на Мальдивах строят первый полноценный плавучий город, который сможет подниматься вместе с уровнем моря. Если хотите увидеть отдельный выпуск о самых необычных плавучих городах и деревнях мира, обязательно напишите об этом в комментариях. И обязательно расскажите, какой факт о Нидерландах удивил вас больше всего. Если вам нравятся такие истории, подписывайтесь на канал.